привет! С вами Макс, вы на канале Широко Шагая. Сегодня мы приехали в поселок Красава Ленинградской области, чтобы посмотреть на узкоколейную железную дорогу торфопредприятия Ларьян. Вот она, мы находимся на станции в поселке Красава. Сейчас будем разгружать пионерку и поедем. Торфпредприятие было основано в 30-х годах прошлого века, а узкоколейная железная дорога в районе 39-го. Раньше она была намного больше, раньше было больше 30 километров. В настоящее время эксплуатируется нерегулярно, километров 8. Учитывая все кусты путей, около 10 километров получается общая протяженность. Дорога эксплуатируется редко, года с 2016-го. И в этом году ее собираются разбирать, как появилась информация. Поэтому было принято решение экстренно выехать сюда и посмотреть, что здесь осталось. Изначально эта железная дорога соединяла Тихвин и Бокситогорск. На Бокситогорск разобрали уже очень давно, а на Тихвин пути разобрали в 2004 году. И даже при въезде в поселок Красава остались еще рельсы на переезде. И насыпь бывшей узкоколейной дороги идет параллельно дороге автомобильной. Ну что ж, давайте от слов к делу, давайте выгружать нашу пионерку. И вначале мы поедем в сторону торфопредприятия. Посмотрим, что там сейчас осталось. Там я вдали вижу, уже стоит узкоколейная техника. Будет интересно. Не забывайте подписаться, поставить лайк и заварить себе вкусный чай. Погнали! Та-дам! Прошу любить и жаловать. Ну а теперь ставим ее на рельсы и начинаем наше маленькое путешествие. Наша Красава на рельсах, экипирована, почищена, бак залит полный. Решили ее не разворачивать, и так пойдет, реверс есть. Но сегодня я не один, со мной Влад, скажи здорово. Здорово всем. Вот человек, большой фанат железных дорог, в принципе адекватный, занимается в Лебяжьем, учится. Успехов ему пожелаем и хорошего пути. Поедем мы сегодня вначале в ту сторону, а уже потом, посмотрев предприятие, двинемся на линию. Ну а пока что мы ожидаем еще 2 человек из Петербурга, которые примут участие в нашей вакханалии. И пока, знаете, увидел интересную штуку, как будто гаражик для пионерки. Посмотрите сами, классический гараж-землянка, а к нему 2 узкоколейных рельса идут под замком. Ну-ка, получится вообще посмотреть, что там? Не получится. А там пусто. А если фонарем? Ну а пока ребята не приехали, мы сделаем небольшой тестовый заезд, чтобы, так сказать, прогреть движок. Затормаживаем, чтобы не уехала. Ключ на старт. Открываем топливный краник. И поехали. Полоборота. Да, давно здесь наката нет. Хотя, справедливости ради, все выглядит достаточно аккуратно. Ранняя весна создает ощущение ухоженности, подстриженности. Гнать пока не будем, мы не знаем состояние пути. Неохота провалиться в уширение и полететь дальше уже без резины. Видим торфовозные вагоны, там сзади само торфпредприятие. И это ответвление совсем короткое. Да, едем в депо. Переезд закатан. О, повезло, остались на рельсах. Едем мы в торфоразгруз. Собственно, торфоразгруз. Мы, похоже, ребят, видели в юбилейном. Здесь он в более действующем состоянии. Тележки на подшипниках. Ну-ка, напишите в комментариях, что это за подшипники. Кто там постоянные зрители моего канала.
А разгружают здесь какие-то гранулы. Вот такие вот брикетики. Древесные опилки прессованные. Интересно. Да, на 3 вагона. Начинается обещанный дождик. Верить в это не хотелось, потому что там солнышко. А тут идет вот это вот чудище. Ну, наверное, мы пока здесь подождем, пока это все пройдет. Ребята приедут, позвонят, они, наверное, в машине подождут. Ну, а мы здесь. Киса! Ну а пока мы тут тусим, к нам подошел один из работников предприятия, мы с ним немножко пообщались. Он говорит, якобы дорога сейчас работает только вот здесь вот. На разгрузку подают вагоны, смех двора, ну иногда на станцию изредка заезжают. В принципе, все. Как такового движения по линии нет, поэтому ее, видимо, и собираются разбирать. Уникальная у нас возможность сегодня появилась, ребят. Я очень этому рад. Надеюсь, вы тоже. Ну а тем временем дождик то сильнее, то слабее. То солнышко выходит, то тучки. Хороший сегодня день на самом деле. Очень хороший. Пару слов про эту дорогу. Да, она была открыта якобы в 1939 году. Она разрасталась от Бокситогорска. Сначала построили там какой-то другой поселок. Напишу название. Потом она дошла до суда, до Красавы. И далее ветку протянули аж до Тихвина на перегруз, на широкую колею. Вот там аж гром загремел. Но постепенно начало все это дело угасать. Ветку до перегруза разобрали, как я уже говорил, в 2004 году. До Бокситогорска еще ранее. И вот это вот предприятие, которое, в принципе, было вторичное от Бокситогорского, сейчас стало уже основным. Перспективы работы есть, производят торф, торфяные продукты, ну и какие-то вот эти брикеты, гранулы какие-то маленькие, прикольные. Вот, так что... А давайте я ссылочку на сайт предприятия оставлю внизу. Переходите, заказывайте, если хотите поддержать работяг. Ну и, по сути, эту узкоколейку. Я думаю, всем будет приятно. Сейчас дорога имеет 8 километров длины по магистрали. Ну и еще около 1,5-2 километра вот эти всякие подъездные пути, усы и прочее. По возможности постараемся сегодня проехать абсолютно все. Пока идет дождь, давайте посмотрим еще раз перегруз. Вот такие здесь... Башмачки интересные применяются. Нравится мне вот эта советская тема с стеклянными элементами. Естественное освещение. Плафон вообще похож на какую-то строительную каску. Ну и здесь вот можно идти вполне безопасно. И по металлическим просевкам, и по бетонной отмостке. Да, 3 вагона. Сбоку от нас тянется трос. Этот трос идет на лебедку. Видимо, как-то в этом участвуют. О! Видимо, когда-то это коннектилось. И, наверное, после этого поставили такие упоры. Ладно. Дождь подходит к концу. Поехали дальше. Как оказалось, наши ребята пришли, поэтому едем их подбирать. Здорово, бандиты! Привет, привет. Слушай, до вокзала съездим. Салют! Да я пообещал. Здравствуйте, бабушка! Доехали до станции. Ребята попросили подвезти их сюда. И тут начался град. Вы представляете? Вон на панели видны градины. Жесть какая. Ну переждем, да поедем дальше. Пока мы вот тут на чиле отвисаем под навесом. Пол, ну не то что прогнил, но зато можно устраивать такие трясучие дискотеки. Так что пережидаем непогоду. Мокрых и довольных
Нас приютила добрая бабушка-сторож. Мы сейчас находимся в теплой коптерке. Дрезину нещадно заливает, но она что, бездушная железяка. А мы вот здесь вот. Нас сопровождал пес, который интересовался уточками на озере. В общем, кругом жизнь. Выдаём. Только техника стоит пока что в ожидании дальнейших работ. Но оно и не удивительно. Сегодня так-то воскресенье, у людей выходной. А, да она синтетическая, боюсь, поплавиться может. Да не может не поплавиться, смотри. Там не шибко жару. Да, Тогда не- отлично. вот только это... Коптерка. Прям снизу дорожка ты в детство. подбери вот так. Там-то. Там Кстати, можно- ой, чувствуется подождите, Ленинградская область. Все должно быть вот немножечко элегантно. Все равно работаю. А правда линию разбирать собираются вот туда, на поля? Не знаю, это начальство знает. Ага. Нам не говорят. Как директор решит? Директор не хочет, конечно. Всей душой за, но очень мало людей работает, поэтому Да. непонятно. Если сохранится побольше, Ой, раньше это было. покупки будут. вообще. Так что точно вставлю ссылочку в описании. Заказывайте себе торф в горшочке, на растопку, да и просто Нет, ради это идеи. не на растопку, а это торф. Топливный. А какой это торф? Топливный, по-моему. Как он Если используется? да эти там для Брикеты? хозяйства. А, ну для удобрений. Да, и удобрения. топливный торф. Но он На- тоже... Ой, не надо. У нас это нормально сейчас хоть. Не надо. Так что сады, огороды, вы знаете, что делать. Да. Поля большие были. Большие. А сейчас там медведи ходят. Медведя? Да. Где раньше было медведи. А сейчас какова вероятность, вот, когда мы туда поедем встретить медведя? Не знаю, какие. 50 на 50, либо встретишь, либо нет. Да, ну, он у меня, у сына друг это, убил медведя, нам медвежатину привез. Сын суп сварил. А там Хорошо. на всю деревню хватит, если с одного медведя там вот туша такая. Да, такая здоровая. Да, я вот заблудившись была 3 суток в лесу ходила. А как дорогу нашли? Нашли меня, сыновья всех с ума свела. Нашли. Тоже побежала. Ой, Леша, я быстренько. И на 3 дня быстренько. Старшего сына пошла дочка в 1 класс. А он пошел меня искать, а не дочку провожать. Так что это. Нашли, самое главное. Да, мне мужчина с поселка сказал, не каждый мужик выдержит. 3 суток-то. Ну ничего, зато потом, как которые меня нашли, так я песен напела и стихов наговорила 3 дня. 3 дня так ведь. 2 дня дождь был. Ой, ужас. Ну Кошмар. ничего. Да. Хорошо вот, что раньше спортом занималась, так и не так. Чего я с ума сошла? Да сходи, не сходи, уже чувствую, темнеет. И сын проезжал на машине, а я и не слышала, дождь сильный был. А сейчас вот на узкоколейке какие работы проводятся? Ой, я не знаю это. Где чего. поезда-то хоть ходят? Туда Да. только на разгрузку подают? Не знаю я даже теперь. По-другому. Тут года 2 по линии есть только иногда. Потому что человек на пионерке едет редко и все. Ага. А ИСУ использовалась, опилки подавали на котельную. Потому что там как-то завязано, хоть котельную выкупил Газпром, она все равно работает на опилках. И вот опилки с помощью ИСУ маневры по станции делали, а дальше не уезжали. Потому что и там давно не прочищали линию, на пионерке проехать можно, а в каком состоянии кривые непонятно. Что-то боялись выпускать. Так что не знаю, год-два ИСУ не ездил на поля. Обалдеть. А сейчас остался один мотовоз ИСУ и было 2 тепловоза. 2 тепловоза продали в Заплюсье. В Заплюсье там предприятие, которое развивалось. Ну, вот не знаю, вот до последнего времени развивалось. Сейчас, что сейчас будет, тоже непонятно. Такая Ой, ситуация. Сейчас везде непонятно, что будет. Вот. А там тепловоз, даже удалось покататься на тепловозе, который здесь раньше работал. Все старье это. Что это? Не, ну есть предприятия, где, ну, вот здесь-то меньше людей, меньше денег. Да, сейчас вот такие вещи называют красивым словом винтаж. Ну как? Да, чуть-чуть осталось. почти Ну, чуть-чуть еще сидим. Чуть-чуть. Мы вам не надоели тут? Нет. Пришли, что-то давай, говорит, рассказывай тут нам, развлекай тут. Ну что? Наглая молодежь тут. Не сидят дома. У меня своя молодежь есть.
текста побольше. А тут он еще сверх меры. У меня уже 6 внуков, так кто женился, кто замуж, что текста много. Большая семья. Да, большая. Спасибо А вам Погодская, огромное. Спасибо Шоколадочку вам оставим к чайку. Мало ли, захочется. Да, или кому-то, кому можно Искушение. угостить. Да, да. Все, спасибо вам. большое вам. Спасибо и вам. Нет, идет? Ёс, Нет. красавец, красавец мордашный. Она. Господи, она, лапа какая, господи, погладьте меня. Предприятие работает, выживает, коллектив небольшой, технику содержат. Здесь мы на мехдворе находимся. Это депо. Спасибо вам большое. Курилка очень уютная. И трактора, видимо, часть уже дербанят на запчасти. Ну, оно и правильно, откуда еще достать. Ну, а мы вот таким коллективом выдвигаемся уже на линию. Все, снимаешь? Что-что? Снимаешь уже? Да, снимаю. Зовут меня Сергей Старцев, я работаю водителем трамвая в Петербурге. И в свободное время довольно много езжу по узколейкам. Сейчас поменьше, а лет 7 назад ездил практически каждый, не знаю, полгода даже, наверное. Раз по 4 в год посещал разные узколейки. На узколейке торфпредприятия рядом с Тихвином в поселке Красава я в первый раз побывал в 2013 году. Тогда не удалось застать движение. Приехали еще раз буквально через месяц. Договорились с директором торфпредприятия Сергеем Георгиевичем Крыловым. Очень гостеприимный директор. Но тогда при выезде из депо был ремонт пути и выехать было невозможно. Поэтому договорились на другое время. Приехали еще где-то через месяц. И тогда Сергей Георгиевич просто так выкатил тепловоз, с нас никаких ни денег не взяли, и провезли по всей трассе узколейк, куда можно было проехать. Это около 12 километров. Шикарно. Тогда еще было ответвление на полевую базу. Где-то в середине пути перпендикулярно линия около 2 километров. Около 5 лет назад ее разобрали, так как, ну, как сказать, 13-й год еще узколейка работала стабильно. К 16-му году было даже какое-то развитие, можно сказать, какой-то прилив энтузиазма. На узколейку брали студентов на практику. Здорово. Студентов даже из Твери, Тверской области. Причем им организовывали жилье за счет предприятия. Здесь, в поселке, Да. соответственно. Тогда на узколейке работало 2 тепловоза Ту-6А и мотовоз ИСУ-2. Ну и путеукладчик механический, который работает от ИСУ, он вполне рабочий и, скорее всего, рабочий до сих пор. Угу. Вот в 2016 году был пик развития, а потом как-то проблемы были с покупками торфа у узколейки, и все так, к сожалению, постепенно сокращается. И вот год-два назад от, не знаю, там, наверное, сотни людей, работавших на узколейке, осталось человек 20. Сейчас работает всего около 20 человек. Объемы торфа, которые добываются, очень маленькие, поэтому узколейку нецелесообразно использовать. Но раньше на торфе работала котельная рядом с поселком, и эту котельную выкупил «Газпром». Но интересно то, что она сейчас работает не на газе, а на опилках. Был договор с узколейкой, то есть, получается, на поля на тепловозе не ездили, или ездили буквально раз в год, а опилки перегружали на железнодорожные вагоны и подавали на котельную уже силами узколейки. Ага. То есть движение, по сути, здесь, по поселку только? Да, вот по этой станции буквально 500 метров. Но все-таки надо содержать машиниста, платить ему зарплату, а люди пожилые. И вот человек, который работал машинистом, уже лет много, а мотовоз ИСУ, в отличие от тепловозов, он работает с сильной вибрацией и шумом. Он отказался работать на ИСУ и, к сожалению, в последнее время, ну буквально, не знаю, наверное, месяц назад, перестали возить и по территории станции. Но узколейка лежит, все-таки директор в какой-то степени фанат своего дела, он ее сохраняет, хотя достаточно мало людей работает, есть идея о разборке, но пока он ее сохраняет. А мотовоз ИСУ находится в очень хорошем состоянии, и он в депо. Но депо закрыто, это лучше в будни, если получится. Понятно. То есть, согласно твоим словам, очень правильно, что мы сюда сегодня приехали с пионеркой по всей линии. Да. Кто его знает, сколько это пролежит, Да. и как бы зафиксировать. Да, самое главное. Да, спасибо большое, что рассказал. Очень интересно. Я бы лучше не сказал. Спасибо. Спасибо. Лапочка, тебе было интересно?
Господи, да ты как хатика! Вот. Так, ребят, давайте мы с вами, чтобы знать, сколько мы проехали, включим геотрекер. Вот мы здесь, поселок Красава. Начинаем запись. Все, пошла жара, давайте заводиться. Резина уже подсыхает. И поедем дальше. Ну, садитесь. Все, поехали. Там, кстати, переезд очень засыпало. Надо быть осторожным. Я как-то нашел... А, и стрелка не наша. Давай сейчас спрыгну, переведу. Подкладок здесь нету никаких. Да, давай. Садись, да поедем. Сейчас будет газонокосилка. Да. Видимо, до сюда дорогу эксплуатировали, а дальше уже начинается поросль. Какая техника. Хозяйство. Прям по земле едет. О, по полям, по полям. А вот здесь мы уже немножечко съехали. Доехали до такого местечка. Здесь дорога плавно поворачивает направо, ну, по нашему ходу движения. И очень ярко видна просека и насыпь от бывшего пути, который когда-то шел прямо туда. Ну а мы поворачиваем по единственно возможной для нашей пионерки дороге. Кстати, а подскажи, пожалуйста, то, что прямо туда шло когда-то, это не на Бокситогорск ли было?
Нет, если линия была на Бокситогорск, то очень давно. И вообще нет информации, по крайней мере, у меня. Может, оно и не соединялось. Либо соединялось больше там 50 лет назад. В последнее время узколейка работала отдельно, а там были тоже отдельные узколейки. Здесь максимальная длина была около 18 километров. Понятно. Ну, последние лет 15. До этого больше, нет информации. Слушай, ну дождик-то, тучи такие, что это вообще все может затянуться надолго. Как бы надо акваменов включать, не бояться. Что скажете, ребят? Да мы готовы ко всему. Раз Да? приехали, надо доехать до тупика. Золотые слова. Ну, погнали. Вообще жесть. Холодно, мокро. Хочется поскорее вернуться в бус, включить автономку, сделать какао с молоком и поесть печеньки. Но мы выбрали другой путь. Но дорога манит вперед. Причем мы поехали, и начался такой дождь, который, вот это чисто питерский дождь, который будет идти хрен знает сколько. Ребята, оно того определенно стоит. Это кайф. Это воспоминания. Это жизнь. Не знаем, записался первый момент или нет, но вот такие неиспользуемые дороги, тем и хороши. Они дают тебе еще один шанс. Я чувствую, шансов будет еще много разбирать завалы. Так что поехали. Как говорится, дубль 2. Тут у нас поинтереснее. Да, природа очень быстро берет свое. И очень скоро вот такими станут эти места некогда индустриальной страны. Ну это к слову о том, что будут еще шансы. Эксплуатируем молодой труд. Руби ее полностью. Да, ребят, на 3 вещи можно смотреть бесконечно. Как растут деревья, как рельсы тянутся вдаль. И как кто-то другой разбирает завал. Ты все сломал. Можно кусок кто-то откинуть. Что само сломалось, да, не того. Уткнулись в новое препятствие. На этот раз это переезд троповозной дороги. Попробуем его форсировать. Вроде никого нет. Поехали. Прыг, 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 прыг. Нормально так продолбили. Ну что смотрите, ставьте. Стоят и смотрят. Красота! Можно смотреть меньше на 3 вещи. Как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. Это уже сегодня было в другой интерпретации. Когда ты дерево рубил. Да. Так, правильно. Да ладно, ничего страшного, сейчас с ней не будет, потом повесим. Так. Да давай повешь. Нет, отверстие с одной стороны. Она вот так вот. Так.
Бориса, let's go. Получилось? Сейчас я ее давайте порожнюю. Все. Продолжаем наше увлекательное путешествие. Можно по прямой ее прям так. Конечная точка нашего маршрута на этом УСУ выглядит как-то так. Потому что дальше, ну, приблизительно так выглядит выброс пути. Здесь, конечно, это не выброс, здесь уже просто Total Destroy. Мы выехали на торфяные поля. Ветка уже длиннее, чем отмечено по карте. Так что будем сейчас ставиться на рельсы, ехать обратно. Буду снимать выезды со всех УСов в обратном направлении. Под конец все это склею. И я думаю, вы увидите вот все проезжие пути этой узкоколейки. Ну а пока опять физический труд. Из-за того, что здесь вот можно провалиться, мы ходим по досочкам и шутим типа это. Помните, как в детстве, типа не наступайте на пол, это лава. Пока дрезину подтараканили к выходу с этой жуткой ветки, вот сейчас она вот так вот. Прям просто вау. Пустошь и постапокалипсис. Самый натуральный. Торфяные поля. Ну, собственно, ребят, я их вам уже показывал и не раз. Поля и поля. Торф и торф. Зато какая тут тишина, какая благодать. Главное не вернуться. Блин, вообще пути, посмотрите, какие. Не часто такое можно увидеть, даже на узкоколейке. Была наивная мысль здесь проехать, прям вот по этому, по всему. Но изменение параметра колеи не позволяет нам этого сделать. Особенно вот в этом месте. Да. Так, что у нас тут со стрелкой? Все, надо целиком ее тянуть вот так. Давай попробуй. Еще. Ну давай, ну хоть стрелочником. Во. Готов. Ну ладно, Сейчас пойдет. ногой еще доделаем. Давай, ногу. Во. Все, молодец. Все, ребят, доехали до самой крайней точки. Тут уже идет завал рельс. Проезжали через несколько лютых переездов. Проехали всего там, ну, 6 с копейками якобы по GPS. Но это со станции мерил. Так что да, учитывая устно-полевую базу, на которую мы еще не заехали, наверное, так получается, что 8. Решили перекусить. Начался питерский дождь нескончаемый. Мокрые все, поэтому терять нам нечего. Дрезина себя показывает неплохо, однако обнаружилась проблема. Вот у этого ролика, у натяжного, при движении задним ходом, при повышенных нагрузках, когда эта цепь передает весь момент, его крепление, точнее болт, ну, просто изгибается наружу, поэтому происходит выход цепи из своего положения. То, что промазал отработкой деревяхи, вообще красота, эстетика. Сейчас поедим, дождь все сильнее, будем забираться на эти рельсы. Не знаю зачем, но обязательно заберемся. Потом начнется долгий путь назад. Я хочу какао. Да, на шпалы залезли на рельсы. Вот эти вот доски, они норовят подломиться, но ничего. И вот такой прекрасный вид отсюда открывается. Отпад. Дождь. Да дождь все такой же. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын такой же, как был вчера. Правильно говорят, мужчина — это случайно выживший мальчик. Вот так вот. Теперь моя очередь. Ну, поехали назад, ребята. По изведанным участкам назад ехать. Мокрые, но довольные. Мокрые, но довольные, да. Всяко быстрее и всяко спокойнее. А? Не твоя перчатка?
Так, застряли. Так, цепь слетела. Что-то вторая цепь слетела. Ладно, будем устранять. Разобрались с завалом. Но дальше нам ехать недолго, потому что виден вот такой переезд. Сейчас мы его попробуем форсировать так, как мы это делали, в принципе, все эти разы. Просто газу. Вот. Потом мы встаем и поправляем часть ближнюю к рельсам. Поправляем часть ближнюю к рельсам. Еще чуть-чуть. Еще так, на себя. С тормоза снимите. Ага. Так. Вот. Ну и все, сейчас она сама. Жопу надо поправить чуть-чуть. Я уберу ее сейчас. Ага. Так. Все. Вешайте ручки и поехали дальше. Да. Вот еще одна тут. Остатки времянки. Только рельсы. На этот уз заезжать смысла, честно говоря, никакого нет. Поэтому едем дальше. Да, по уже проезженному, по разобранному хорошо, конечно. Да. Ветки уже все трухлявые, ломаются от наших ног, от дрезины. Очень часто на неиспользуемых торфополях растут молодые ели, очень красивые. Путь в далеко не самом убитом состоянии. Холодно, но кайфово. А впереди еще один переезд, который мы переезжали вообще не так, как показывали раньше. Там вдали целая куча, поэтому мы ее стаскиваем с рельса, она боком сама проезжает. Все, мы преодолели, это был самый сложный. Вон тот трэшовый путь, на котором мы были. Тут снимать, честно говоря, нечего. Поэтому едем дальше. Дорога в лес. Да. Оп. Так. Еще один. Забоксовала. И цепь слетела опять. Да, надо будет натяжители обслуживать. Подтянул вот этот кронштейн, должно быть все лучше.
Поехали. Садитесь. Так, все на борту? Ну, с Богом. У нас еще вроде 2 должно быть таких еще переезда. Неприятно. Да. Вот что интересно, все промокли насквозь, но как-то нет ощущения холода. А вот этот лютый переездина. Вон мы там его накатали. Короче, хотим попробовать новую схему. Все слезаем. И сейчас дрезина поедет порожняком. Надо будет ее только направлять. Давайте попробуем. Все ветки мои, короче. Теперь да. А вот и это ответвление. Вроде не оно, это... Так, стрелка есть. Поехали чуть-чуть, проедем туда, ради спортивного интереса. Да. Остатки более развитой цивилизации. Ладно, ребят, назад поедем, покажу. Доехали до стрелки. Пути расходятся. Куда ехать, непонятно. Честно говоря, сейчас посмотрим, вообще есть ли смысл куда-то еще ехать. Путь уходит резко вниз. И, видимо, идет на поле. Что ты говоришь? Есть ли смысл туда рубиться, как думаешь? Да? Ну вот сюда смысла рубиться явно нет, потому что тут уже все. Вообще деревья. А, там, кстати, еще видно звенья лежат. И, похоже, раньше еще когда-то был путь прямо. Вырисовывается насыпь. Так, да. Вон там звенья, видите? По центру экрана черное. Да, все. Разобрано. Знаете, надо бы попробовать. Ребят, я думаю, надо попробовать.
Да, да. Выглядит очень перспективно. Ладно, поехали, попробуем рубиться. Сейчас самый трэш проедем без ребят, чтобы их тут ветками не поубивало. Да, вообще спокойно идет. Ну, вроде все. Добро пожаловать на борт. На дрезине, кстати, было ехать удобнее. Ехали. Приехали неожиданно. Как всегда, анакас слетает, упирается колесом в шпалы. Ребята ехали на корме, ну, получается, спереди. Они так весело так хоп-хоп-хоп станцевали вперед. Ну, мы так более-менее удержались, благо скорость была небольшая. Доехали до конца этого уса. Ребята, ну как будто, я не знаю, в какую-то тайгу попали. Вы посмотрите, тут какие растения, какой мох. Вот это вот ягода, по-моему, должна быть. Это ягода. Вообще. Смотрите, рельс и дальше не видать. Все в этой низкой растительности. Блин, как будто тундра. Хотя это ледовец. И торфяное поле. Да, опять торфяное поле. Когда-то этот УЗ обслуживал это поле, вывоз. Рельсы закончились неожиданно. Просека идет еще туда дальше. Да, вот ради такого маленького участка мы форсировали этот переезд. Там соседний путь виднеется, рельсы уже обрываются. Вот этот трошачок, через который проезжали. Так, ну все, забираемся на горку. И вот она, некогда магистраль. Все сильно промокшие. Наверное, сильно быстро не поедем. Не хватало еще простыть. Хотя чувствуется какое-то единение с природой в такие моменты. Ведь растения, влажность – это все жизнь. И мы сейчас являемся ее непосредственной частью. Хотя, по сути, уже так оторвались от этого, от всего, что, можно сказать, приехали в гости. Как же здесь кайфово, несмотря на погоду. Я думаю, это дерево также надо, да? Да, давай. Ага. А вот тот УЗ, с которого мы выезжали. Тоже веселое местечко.
Ну что, друзья, у нас остается неисследованным лишь одно ответвление, до которого мы еще с вами не доехали. И станционные пути. Заедем на котельную, заедем на торфопредприятие. Так, ветки. А вот у нас впереди еще один переезд тракторов, куча торфа, но мы уже научились их проезжать. Все слезаем, и резина порожняком очень легко через это все перескакивает. Надо только идти рядом и направлять ее. Вот такая вот магистраль торфяная. Просека уходит куда-то далеко в обе стороны. И все это черное золото, можно сказать. И вот еще, если куда-то пойдете, увидите такую черную воду. Это торфяная. Здесь только такая и есть. Вот состав нашей мини-экспедиции. Честно говоря, поездка растянулась намного надольше, чем планировалось. Но тем интереснее. Вот она, ребята. Вот сейчас мы на нее и поедем. Посмотрим, что там осталось. После этой развилки как начались самые интересные приключения. Этот туз закончился так же, как и предыдущий. Очень резко. Но незадолго до окончания путей был серьезный завал. Дерево заботливо упало, перегородив дорогу незадолго до ее окончания. Что нас, по сути, не особо-то и спасло, потому что тут такая дорога, мы еле ехали. Ну, в общем, сейчас сами все увидите. Обнаружилась еще одна страшная неисправность. Деревяха, походу, все. Ладно, мы сейчас чем-то так вот обвяжем, и никуда она не денется. На эту поездку ее точно хватит. А может и не только на эту. Я починил. Ну а теперь поедем дальше. Уже в сторону станции. Дорога обратно, она как обычно быстрее. Да. Собственно, вот почему мы не гнали. Ветка на ветке веткой погоняет. Состояние пути не понять какое. Хотя ни одного схода у нас тут вообще не было где-то на линии. То есть как бы колея вообще в прекрасном состоянии. На этот участок, наверное, дольше всего не заезжали, потому что рельс, ну вы видите, что вы их не видите. Только такие холмики травы. И все это идет параллельно вот этому торфяному тракту. Вот такие вот ветки тут есть. Надо убирать. Вот такие вот копны висят. Все это не спеша преодолевается. Вот вообще, вот представляете, вот без металлоискателя здесь бы рельсы, наверное, не нашли. А они есть, и вот даже мы на них, по ним едем. Удивительные места. Конечно, это потенциал совершенно не туристический. Туристов таким не заинтересовать. Здесь нет ни Wi-Fi. Зато туалет, кстати, везде. Да. Вот это самый, на самом деле, кайф. Ехать по дороге, которая заброшена уже бог знает сколько назад. По ней никто уже не ездит и вряд ли поедет. И вот ты вот так вот едешь. А рельсы, смотрите, они аж все в мху. Настоящий мох. Кайф. Ну вот это было наше последнее ответвление, которое ждало своего исследователя. Стрелку переделывать прямо не будем. Честно говоря, смысла особого в этом нет. Все равно, если сюда поедут, то только разбирать, а им
им все равно. Вот такая вот магистраль. Ну давай. А, погоди, сейчас сфоткаю только. Тык. Ага. Ну что, все в сборе? Да. Поехали. Господи, на гриб похож. Домой. Редкий стук рельс, металл-металл, а то все тут трава, то деревья. Именно на таких вот заброшенных, недействующих дорогах этот стук становится глухим. Показатель качества заброшки.
Да, не холодно совершенно. Главное, чтобы это не было первым признаком заболевания. Да, путь в прекрасном состоянии, во многом благодаря канавам по бокам. Вся влага уходит с насыпи в них. Поэтому здесь и шпалы деревянные хорошо себя чувствуют. И путь достаточно ровный. Вот уже начинаются кривые, значит, мы уже скоро подъезжаем к поселку. А вон туда пошла насыпь, видимо, треугольник был разворотный. Если раньше мы ехали на светлые облака, то сейчас мы сворачиваем в серые тучи. Ой, не улетел. Аккуратнее. Какая-то просто пчела залетела со стороны, я его звякнула. Ой. Да, тропа, кстати, пользуется популярностью, натоптана. Но здесь места достаточно грибные, леса хорошие, поэтому народ и ходит за грибочками. Эх, сейчас бы картошечки с грибочками. Ох, Тут, наверное, полотен грибов. хорошо бы было. Полотен. Да. Куропатка пролетела. Куропаточку бы запеченную сейчас. Ох. Вот, наверное, у грибников-то, которые ходят по этой тропке, возникает, наверное, желание. Ой, нам бы на дрезине бы здесь проехаться. Вон рельсы лежат, ничего не ездит. Здесь тоже подходит, как будто насыпь была. Видимо, с другой стороны на торфполя путь подходил. А может, у Бокситогорск, кстати, здесь ветка шла. Даже стрелки никакой не сохранилось. Вот интересно, когда мы ехали в ту сторону, этот Старекс так и стоял с открытым багажником. Странное место для кемпинга. Озеро какое. Погода как будто не май, а октябрь.
Да, уже поселок. И сразу вот эта морось какая-то, то ли туман, то ли еще что. А, еще и дождь начался. Ну да. Догнали тучу. Ну, попробуем здесь. Да. Фу. Ну, поехали, замерзшие бедолаги. Немножко осталось. И тут же, услышав меня, дождь резко усилился. Сидят по домам, чаек пьют. А мы занимаемся. Сразу как-то как в Прибалтике. Травка аккуратная, узкоколейка. Да, давайте тормознем. Так, ну ладно, я еще тогда чуть покатаюсь. И погреемся. Фух. Камера немножко потеет. Дошли мы до буса, сидим, пьем чай, греемся. Там сейчас дождь, окна подпотели, вытяжка работает. В общем, дождемся. По Яндексу дождик скоро закончится. И продолжим наше маленькое исследование. Благо усов осталось совсем немного. Сушим одежду. Вставили рукав, не знаю, вам видно, нет. Аж пар идет. Дождик ушел, стало светло. Перекусили, относительно обсохли. Я еще переоделся. Нет бы сразу берцы надевал, которые подготовил, которые воском промазал. В них хоть в пруд иди. Нет, надо сначала было промочить до состояния ведра полного водой свои кроссовки, а уже потом берцы. Но зато сейчас в них более кайфово, тепло и сухо. Дрезина готова к последнему рывку на сегодня. Мы готовы тоже. Поэтому поехали, посмотрим усы этой станции и что тут вообще на ней отстаивается. Да. Ага.
Ну что, трогай потихоньку. А, снова ветки. О, да. Да, там, мне кажется, мы в забор упремся. Ну, давай доедем до него. Да. Где-то что-то какая-то. Такое ощущение, что нам обчерились начинается. Да, тормаживай. До конца доедем. Да, давай. Ну все. Следующий в нашей повестке будет явно не этот ус. Потому что его окончание видно невооруженным глазом. А вот следующую стрелку надо бы дернуть. Да. А вот, кстати, еще Солнышко. находится вот здесь вот. До него мы еще доберемся. Он Ассистент. уходит по базу, сейчас. Стрелка наша, едем. Ну как солнышко-то вышло, а? Где ж ты было раньше? Рельсы тоже не катанные. Основная подача производится вон по тому пути, где бывший торфперегруз. Оказывается, там котельню топят этими брикетиками, пилетами. О, следующий ряд так. Ага. О, сейчас можно как раз туда заехать, прямо в депо. Стрелка прям. А, там песчаная гора. Надо сейчас сделаю. Сейчас доедем назад в дам. О, я по трубу залез. Лучше не надо. Явно бывшее депо. Да. Здесь пути нет, но дорога идет дальше. Сейчас на соседний путь будем переставляться. Давай, делай реверс. Да, здесь тоже движения не было, бог знает сколько. Да, вы когда-нибудь заезжали на заброшку на дрезине? Да, Блин, вот где надо было пережидать. точняк. Так, ветки как тогда? Тут надо похудеть однозначно. Главное, чтобы потолок на нас не обвалился. Да. Да, ребята, вот это мощно. Вот где надо было дождь пережидать. Обалдеть. Real True Industrial. Собственно, что конкретно здесь было, сказать не берусь, потому что здесь есть какие-то, ну, как будто для перегруза. Да, он там покрышка выглядывает, утопленная. Туда уходит полость. И здесь тоже она есть. Как будто это какой-то для разгрузки вагонов, что-то типа эстакады было. Ё-моё, да тут обалдеть. Тут у нас внезапно получается настоящий сталк. Мы находимся на территории уже закрытого предприятия. Лёдкоизоляция лежит. Ух ты, недурно. Отовсюду капает вода. Собственно, эта вода и убивает металлоконструкции. Зимой вода превращается в лед, тем самым разбивает бетон. Вот смотрите, там видно, деревца растут уже. Бетон рушится, вода потом методом коррозии уничтожает и арматуру. И все это складывается и схлопывается.
Конечно, сейчас здесь находиться относительно безопасно. Вот. Хотя вон тут такие отверстия. Это ведь для чего-то. Смотрите. Здесь как пьедесталы, как фундамент, какое-то оборудование. Не, ребят, я не берусь предполагать даже, что здесь было. Может, какая-то котельная была. Похоже, что здесь были котлы, и туда выходили трубы. В принципе, похоже. Как оно было на самом деле, пишите в комментариях. И да, ребят, как куда-то приходите, блин, ну не делайте вот так. Представляете, какая красота была, что вот этот проем был замощен стеклянными этими квадратами. Красиво же было, нахрена это делать? Вау, вот это. Сделаешь тогда? Ага. Сейчас, возможно, придется ее ставить. Ну надо же. Вот это да. Это да. Мне кажется, у меня на скорости штаны все высохли. Да, поехали посмотрим, потом вернемся сюда. Это уже похоже в депо ведет. Там кабина какая-то валяется. Да. Да. Элементы стрелочных переводов, пути. Там похоже на то, что раньше было. Телеги, кабина от ТСУшки. Там, наверное, на гусенице. Даже вот так. Но вместо Ту-6А там стоит ТСУха. К сожалению, пролезть туда никак не получится. Тележки тоже уже замшелые. Ну что поделать. НЗ. Вон редуктора на них. Входная муфта. Ага. Россия, родина моя. Майский снег. О, вот это вообще шикарно. Туда улететь и не выплыть. Посмотрите, эти кирпичи держатся только на арматуре, которую подтачивает вода. Так что полезет сюда незадачливый сталкер и, не дай бог, пришибет его. Поэтому подписывайтесь на мой канал и посещайте такие места в полной безопасности. Вот, пожалуйста, торфовозный вагон в разрезе.
Даже еще торф остался. Рама классно выпирает, сюда, знаете, поставить такую небольшую крышу, получится такая тормозная площадочка. Кстати, она, наверное, здесь и была. Очень выглядит классно и уютно. 51 год, ребят. На железной дороге, помимо торфовозных вагонов, нужна еще техника обслуживания линии. В частности, вот этот вот путеукладчик. Целый поезд. Вон там дальше видны за Владом вагоны для звеньев. Интересно вот эта платформа. Мало того, что она выглядит очень даже ретро, на ней еще есть классная табличка. Демиховский завод, 47 год, ребята, 47-й. Через 2 года после окончания войны. То-то же. И все как одно на подшипниках скольжения. Но учитывая, что движения сейчас почти нет, как бы, ну ок. Пойдем снегоочиститель посмотрим. Название снегоочистителя я не помню, то ли МС, то ли ПС, что-то такое, напишу. И сейчас нам Влад покажет, как он работает, как открываются крылья и падает нож. Давай крыло! Ага. Поднимай. Вот видите, здесь такие мощные уголки. А где рельсы, металлическая щетка. Поэтому чистит он, дай боже. Тут еще, кстати, какие-то. Еще, ребята, очень интересная тема, то что сохранилась обшивка. То есть это белый потолок, зеленые стены. Остекление, конечно, было классно, панорамное. Ну а сейчас даже части пола нет. Собственно, вот эти вот винтажные хреновины управляют крыльями, а этот лютый противовес ножом. Вот так он опускается. Ну, а ставится, соответственно, вниз. Вот такая красава узкоколейка торфопредприятия «Ларьян». Пожелаем предприятию новых заказов, новых высот, а узкоколейной дороги жизни. Всем спасибо за просмотр. Пока.